Друзья, всех приветствую, Genius на связи, и сегодня поговорим о планарных наушниках от компании KZ. Модель наушников PR1, я выбрал Hi-Fi версию, но есть еще базовая версия черного цвета с небольшими изменениями в звучании. Вот так скромно упакованы наушники, приходят в такой небольшой коробочке белого цвета с изображением самих наушников на лицевой части. А здесь указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает 13,2 мм планарный драйвер. Чувствительность наушников составляет 96 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Ну а теперь давайте посмотрим, что входит в комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это сами наушники. Они здесь надежно так зафиксированы. На мой взгляд, конечно, выглядят они очень хорошо. Лицевые панели выполнены из алюминиевого сплава и имеют такой серебристый цвет. Конечно, внешний вид у них очень необычный, привлекательный. У наушников имеется одно акустическое отверстие, расположенное вот здесь рядом с соплом, в котором установлен вот такой серебристый фильтр. По посадке и эргономике все в порядке. У наушников получилась она на высоком уровне. Прилегает довольно плотно к уху и не вызывает дискомфорта при длительном ношении. Ну и, конечно же, производитель нам положил посеребряный кабель. Он такой довольно типичный для компании KZ, ничем не примечательный, довольно тонкий. Я бы рекомендовал поменять его на что-нибудь более солидное, хотя по удобству он довольно хороший. Ну и также здесь находился такой небольшой комплект обычных силиконовых амбушюр белого цвета. Вот так они выглядят. Сразу советую использовать какие-нибудь другие. Например, больше всего мне понравились насадки от наушников Shure S12. Слушал я наушники именно с ними. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. Слушал я их с САПом Topping G5. Это была буквально идеальная синергия. Как всегда, начинаю подробный разбор с их низких частот. Саббасовая область в этих наушниках очень хорошая, на уровне других планаров, которые были у меня, а именно Shure S12, Дзитяньву. Все так же имеется отличная глубина и проработка, а мидбассовая область здесь нисколько не отстает, особенно на мощном источнике, как топпинг. Имеется отличный контроль без утечек в среднюю часть диапазона, хорошая различимая текстура, отличная атакующая планарная скорость и превосходное, не уступающее другим планарным наушникам ощущение массы и объема. Несомненно, затухания здесь также остаются на очень высоком уровне. Они получились очень аккуратными и плавными, примерно как в наушниках Shure S12. По большей части я буду сравнивать именно с ними, потому что у них очень похожая подача. Ну а что касаемо средних частот, то здесь имеется хорошее ощущение прозрачности и воздушности в вокальной части в музыке. Совершенно не возникает ощущения зажатости и какого-либо маленького помещения. Здесь сразу же чувствуется такое довольно хорошее пространство, в котором отлично прорисовываются инструменты, звучащие достаточно отдаленно от друг друга. Они не сливаются в одну кучу и стараются охватить как можно больше пространства в музыке, создавая такое хорошее и приятное ощущение открытости в этом диапазоне. А теперь поговорим о высоких частотах. Что сразу меня удивило после первого прослушивания этих наушников KZ PR1, это продолжительность высоких частот. Наушники буквально отыгрывают до 20 кГц. Подход в настройке, используемый здесь, заметно отличается от Дзитяньву. Поэтому KZ по своей подаче ближе к Shure S12. Эти наушники буквально созданы, чтобы анализировать музыку. У них хороший уклон в поиск деталей. В них я буквально начинаю обращать больше внимания на различные послезвучия, хвосты от ревербераций. Возможно, для некоторых такая подача может быть немного яркой и колкой, особенно на каких-либо сильно украшающих звук плеерах или цапах. Но лично у меня с Topping G5 не было проблем с утомлением. У этого диапазона действительно имеется более выраженный и четкий блеск на хай-хетах и крэшах, чем на Shure S12.
и в сравнении с ними более выраженное ощущение воздушности, из-за чего сцена в этих наушниках действительно удивляет. Она действительно получилась очень широкой, и я думаю именно за счет большей накачки воздуха, который определенно помогает разделять все образы музыки друг от друга. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. KZPR1 для меня стали буквально открытием. Честно говоря, друзья, я не ожидал получить такого звучания от них, тем более в этом ценовом диапазоне. Вот здесь сразу видно, что над продуктом действительно старались и успешно смогли вложить все силы в звучание этих наушников, несмотря на их вот такую скромную упаковку и комплектацию. Этот продукт буквально закрывает все вопросы своим звучанием. Определенно рекомендую эти наушники, ссылка на покупку находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.